Я буду считать от 1 до 10. И на счет 10 ты окажешься в пространстве общего, единого сознания. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ты на месте? Да. Хорошо. Растворяйся, пожалуйста. Да. Хорошо. Находясь в этом пространстве общего единого сознания, скажи, пожалуйста, ты можешь понять на момент воплощения души варианты событий, вот то пространство вариантов конкретной души, оно существует уже или оно формируется в процессе жизни? Приходит, что часть уже есть, когда приходит душа, а остальные формируются уже по мере жизни человека. Скажи, пожалуйста, на момент, когда душа попадает в тело ребенка, ну, то Угу. есть еще внутриутробно, уже существуют варианты развития событий. Правильно я поняла тебя? Да. То есть, Особенно если человек по контракту ходит. то есть по контракту там уже варианты прописаны какие-то, да? Угу. Да, основные. А можешь сейчас посмотреть на каком-то примере, вот особенно контрактную? То есть, когда этот человек растет, развивается, делает выбор, да, переходит из варианта в вариант, Угу. а, они как бы его ведут к одной цели, ну, в одну точку или разные пути, то есть разветвляются. По мере жизни корректируют. Ну, то есть его как бы ведут по контракту туда, куда надо прийти, да? Угу. Ну да, главное это добиться выполнения контракта. Ну, то есть, как бы никто не требует там выполнения от А до Я. Главное, чтобы цель была достигнута. То есть ты можешь петлять, да, как хочешь, но прийти все Но равно в ту точку. ты особо не можешь сильно петлять. Ну, если тебя по контактам ведут именно, и у тебя нет самосознания, да, что происходит вообще. Угу. То есть, в принципе, ты будешь ходить по ближайшим вариантам, но, в принципе, они не сильно будут отличаться друг от друга. Хорошо. А свободная душа, которая воплощается на Земле, у нее есть такие точки фиксации, куда в любом случае она должна попасть? Нет. То есть тут уже можно из Да, варианта. свобода выбора полная. Мгм. Но когда душа приходит в воплощение, она приходит с каким-то запросом своим, ну, конкретным. Мгм. И уже из этого запроса как бы формируются ее варианты. Ну, я так понимаю, что исходя из этого запроса, она и выбор делает, да, в Угу. процессе жизни. Да. То есть исходя из этого. Посмотри на несколько вариантов событий и скажи, пожалуйста, душа, она переходит из варианта в вариант или находится одновременно во всех? Ну вот, допустим, момент какой-то сейчас, да, и у нее есть выбор там сделать это или это. То есть она во всех вариантах участвует или только тот, который выберет? Ну, у меня вот приходит информация о том, что вот, ну, как бы нас множество. То есть я не пойму, множество это имеется в виду вариантов или множество как душ. Ну, давай посмотрим с высоты Угу. общего сознания, с высоких вибраций, как это выглядит со стороны. Давай рассмотрим какую-то твою ситуацию. Допустим, сегодня какой-то выбор был у тебя, там, идти в магазин, не идти, не знаю, любой возьми ситуацию и посмотри на энергетическом уровне, что происходило. Ну вот
конкретная реальность, в которой ты находишься сейчас. Мгм. Ну, если смотреть на эти соты, да, вот прямо вот центральная сота, да, например, это то, где ты сейчас находишься. Да. Ну вот представь себе, что это луч от фонаря, свет фонаря, да, который Мгм. светит в эту соту. Но этот свет также рассеивается на ближайшие соты, которые соприкасаются с ней. Ну, то есть это твое внимание, да, фокус твоего внимания. Он как бы подпитывает эти ближайшие реальности. Ну и когда Мгм. ты принимаешь решение какое-то, пойти в магазин или не пойти в магазин, ну, к примеру, да, Мгм. твой фокус внимания смещается на вот эту вот соседнюю соту. Ну, в зависимости от того, да, Да, и ты как бы это становится твоей, ну, ну, как бы основной реальностью, то, где находится сейчас твое внимание. Хорошо, я хочу понять, душа где в этот момент находится? Во всех реальностях или, ну, во всех вариантах или в одном конкретном, где ты сейчас вот стоишь, туда, куда луч этот падает? Но мне приходит, что во всех. Но она там физически находится Но это одновременно? как, Или как понимаешь, так, поле собирает, ну, вот как но информационное это поле как вот распространяется? ну, визуально, это как вот, ну, проекция какая-то, да, вот как голограмма какая-то, ну, которая как оболочка. То есть фантомы такие. Да, и вот как только вот твой фокус внимания смещается на конкретно этот вариант, она как бы наполняется, да, этот вариант наполняется, вот. Он уже не становится оболочкой. Ага, то есть получается там такие фантомные, да, образы, а тут он заполняется вот этой нашей сутью Да, внутренней. да. Хорошо. А скажи, пожалуйста, наше сознание, ну, то есть понимание процесса, да, анализ процесса и все, что мы производим у себя в голове, это в одном варианте или во всех собирается? Но я вижу, что сам процесс принятия решения, он, ну, это точка отсчета, ну, собственно, куда смещается твой фокус внимания. Эти фантом, ну, как бы эти соты, они, вот чем дальше от эпицентра, да, твоего Угу, свечения, от фонаря, тем они, ну, тем меньше на них тратится энергии. То есть твоя мысль, вот ты подумала, да, о том, что ты бы хотела, чтобы, например, там, я не знаю, эта мысль, она создает вот копию твоей реальности, да, вот эту вот угу. голограмму, в которой эта машина не красного, а синего цвета. Хорошо. А скажи, пожалуйста, если человек все время циклится на каком-то событии в прошлом, Мгм. он, получается, подпитывает эту соту? Да. А что происходит тогда с теми сотами, которые вот в эпицентре и вокруг? Но они просто, когда рассеивается, да, ну, то есть попадают частички внимания твоего, Мгм. они приобретают, ну, наполнение приобретают, и поэтому ты как бы, ну, делаешь этот переход, и он для тебя незаметен. То есть ты сменяешь, ну, реальность на другую реальность, и этот переход ты не замечаешь, потому что твое внимание уже как бы, ну, наполнило это все. То есть чем ближе ты подходишь к самому выбору, да, тем Мгм. как бы легче тебе, ну, тем соседние вот эти вот соты наполняются твоим фокусом твоего внимания. Я поняла, хорошо. А скажи, пожалуйста, я просто хочу понять, есть люди, которые зациклены на определенных событиях. Скажи, пожалуйста, подпитывая эту соту в прошлом, как он, ну, не лишает ли он энергии вот те соты, которые вокруг него? Вот я вот это хочу понять. Ну, то есть не сбрасывает ли он туда энергию, всю, которая... Сбрасывает. Получается, что чем дальше от того положения, где ты находишься, Мгм. ну, ты фокус свой направляешь, да, тем больше тебе нужно сделать, потратить больше энергии, чтобы переместиться в эту соту. Ну и, соответственно, если ты сбиваешь свой фокус, да, ну, на чем-то концентрируешься, ну, в прошлом, условно говоря, Мгм. то, соответственно, у тебя как бы, ну, ты ограничиваешь свои движения. Я поняла, хорошо. А давай тогда посмотрим такой момент. Если человек
Ну, я так понимаю, что собирается опыт, да, везде, где есть твои фантомы. Да. Фантомы души. Вот, Но он собирается просто согласно там, ну, либо контрактам человека, либо запроса души, с которой она пришла. То есть там, в принципе, не будет каких-то таких прям разительных изменений. ну, Но все все равно, все, плюс-минус, да, да, там. плюс-минус, да. Ну, как бы смена декораций просто разные будут. Там, ну, события в жизни могут быть разные, но в конечный результат у них плюс-минус одинаковый. Хорошо, тогда вот мне интересно такой момент, если в одном варианте ты очистился, в другом ты не очистился. Мгм. Эти оба варианта, они существуют, но ты своим вниманием в своем чистом, да, варианте. Да. Когда человек умирает, то есть он поднимается в общее сознание или он может подняться на астральный уровень, вот в том варианте, где он не почищенный, там, к примеру, в церковь ходил, да, там. Где будет фокус твоего внимания, то и произойдет. То есть ты идешь из той точки, в которой ты Да. остановился. Ну, то есть ты, Хорошо. если почистилась и дальнейшие какие-то принятия твоих решений, да, если ты будешь придерживаться там своей чистоты, Мгм. эти решения будут как бы создаваться уже исходя из того, где ты сейчас находишься. Хорошо. А все суды, они сохраняются, ну вот все, которые за жизнь были у человека, или они как-то затираются со временем? То есть ты идешь дальше, а там те, которые были задолго до того, они затираются. Пока ты помнишь, сота существует. То есть это наша память, да? Да. Пока ты можешь вспомнить, о чем в прошлом или где. То есть это, ну, твое внимание будет поддерживать там жизненное состояние, да. Но как только ты как бы забываешь об этом, все, оно как бы уже не актуально. Хорошо. Скажи, пожалуйста, ты можешь посмотреть, как создаются эти соты? То есть они на энергии человека создаются или на какой-то другой, из чего, Это как? энергия души. Угу. Ну, это как бы, ну, намерение, твоя сила твоей души. Ну, то есть у тебя твои возможности безграничны, возможности души безграничны. А вот те, которые по контракту создаются, они тоже создаются Да, этой же душой душой? то, да. Ага. Ну, просто к запросу этой души отвечает условиям контракта. И она сама Мгм. создает все как надо. Хорошо. Ты можешь понять, где создаются эти соты, в каком пространстве? Но я вижу это как вот, ну, реальность, в которой мы находимся, в которой находится вот наше физическое тело. То есть параллельные, ну, вот рядом стоящие соты, ну и все остальные, они такие же. Мгм. Только отличаются выбором, который ты делаешь. Ну, здесь и сейчас, я имею в виду. Я поняла. Ну, по сути, все твое, ну вот здесь и сейчас, да, как говорят, теперешнее время, ну, настоящее время, Мгм. это принятие одного из вариантов, ну, будущего события. Да, то есть это, по сути, есть выбор соты. Да, я понимаю, о чем ты говоришь. Тогда возникает такой вопрос, ну, к примеру, существует, ну, какое-то коллективное, да, там, группа людей, или в масштабе страны, города, к примеру. Мгм. Скажи, пожалуйста, вот такие большие коллективные соты, они существуют? Ну, то есть, ну, допустим, да, там выборы президента, где действительно люди идут, заполняют и считают их бюллетени, вот там зависит же, правильно, там есть 10 кандидатов, к примеру, и получается 10 вариантов развития этой страны. Я не вижу, что были коллективные соты, то есть у каждого человека свои. Мгм. Вот, но просто когда вы делаете что-то одно, либо взаимодействуете как-то очень плотно,
то они просто, ну, как бы становятся очень похожими друг на друга. Ну, ваши реальности, они становятся одинаковыми. Ну, плюс-минус, да, как бы вот. Мгм. Но это вот то, ну, собственно, где мы сейчас и находимся. А, Мгм. Я к тому, что вот все люди имеют какие-то одинаковые векторы мышления, да, и эти векторы, они, собственно, и прорисовывают нашу реальность, в которой мы сейчас находимся. То есть она плюс-минус одинакова для всех людей. Ну, какие-то основы. Ну, к примеру, то есть уверены люди в том, что они не могут прожить там более 100 лет. Да. Вот. И они трансформируют вот эту свою реальность все коллективно, и они действительно не могут прожить 100 лет. То есть убеждены они в том, что они не могут там читать мысли других людей там или какие-то чудеса творить, и они это не могут творить, то есть трансформируют свою реальность коллективно, да, то есть вот коллективно они влияют, и вот эти вот качества этой реальности, да, они у всех людей, да, вот примерно одинаковые. То есть получается, ты рождаешься в этом мире, ты не знаешь, что ты можешь, что ты не можешь, но тебе Да, сразу расскажут, вот это да, реально, да, это да, нереально, тут да, столько живут. все верно, да. Ну, то есть сразу готовят как бы под шаблон. Да, ну и как бы, соответственно, твое внимание, твое намерение, оно уже в рамках, за которые оно не может выйти. Ну и даже чтобы, ну вот изменить эти глобальные векторы, ты в одиночку не можешь этого сделать. Тебе нужно уже коллективное усилие. То есть если, например, люди начнут там опять верить там в магию какую-то, да, к примеру, вот они Да. все начнут верить, и магия начнет происходить, то есть магия станет частью их жизни. Если Ну все и начнут понимать, что и существует тонкий план, да, на котором есть какие-то существа, то все да, начнут их их видеть. видеть, да. Ну, и соответственно, как бы это, ну, уровень, да, Бога, ну, то есть это безграничные возможности. То есть мы сами своими мыслями формируем эту реальность. Ну, а те, кто заинтересован, да, в том, чтобы нас держать в рамках, вот корректирует наше мировоззрение, и тем самым с помощью нашей же энергии, нашей же силы изменяет вот нам нашу жизнь, нашу реальность. То есть нам задают определенную матрицу, в которой мы крутимся, и Да, при этом нас еще разделяют, чтобы мы ж не договорились между собой о да, да. каких-то переменах, да? Ну, это, к примеру, там, вот у меня ассоциации, ну, образ приходит, что это вот, знаешь, как выращивают куриц, например, да, то есть Мгм. если бабушка выращивает курицу, да, там, то нужно потратить там год жизни, там, экологические корма, там, чтобы курица достигла нужного размера, веса там и так далее. И завод, на которых там курицу выращивают там за месяц, да, с цыпленка до забоя. То есть получается, что на заводе подкорректировали, да, там цикл жизни этих куриц для своих каких-то выгод. Точно так же, как бы и с людьми происходит. Там сущностям невыгодно, чтобы люди долго жили там и долго проходило воплощение. Вот они Мгм. подкорректировали, чтобы мы долго не жили. Так, как им надо, да? Да. То есть циклы происходят быстрее, поэтому как бы тут все выгоднее намного. То есть мы сами как бы простраиваем то, где мы находимся. Но нас корректируют извне, чтобы мы правильно простраивали, да? Да, да. Ну, то есть в нас заложена вообще колоссальная сила, которая, ну вот все, что ты можешь себе представить, ты можешь воплотить, материализовать, да, вот все сделать. Вот проблема только в том, что как бы ты, ну, сопоставить это с массой людей нужно просто. Нужно коллективно это все Мгм. изменения делать. Но хотя тоже, когда если вы будете объединяться в группы людей, небольшие даже примерно, но будете объединять свои намерения, свои усилия, то вы тоже серьезно сможете изменять свою реальность.
Ну, я имею в виду вплоть даже до продолжительности жизни, там, и там не болеть ничем, там, и так далее. То есть это чем больше членов, как бы, да, в этой группе, тем, как бы, возможности возрастают, больше становится. Ну, я как понимаю, каждый из участников этой группы работает с собой в первую очередь, просто в одном Да, направлении. да, все верно. Они спасают там всю землю и всем наносят добро, правильно? Ну, Да, я да. правильно понимаю? Хорошо. Тогда, исходя из этого вопрос, как устроена матрица реальности? Ну, это то, что я только что тебе рассказал. То есть это и есть, да, То устройство? есть люди, которые сейчас живут, они своим намерением и своим вниманием поддерживают эту матрицу. Новые люди, которые приходят, им сразу насаждают эти рамки, как бы и они становятся элементом этой матрицы. Мгм. То есть она как бы самоподдерживающий механизм вот такой вот. Ну, то есть новых обучим так, как знают старые, да, ну, кто там уходит, ну, все меняются, души здесь, и каждого подстраивают в механизм уже работающий. Ну да, ты просто душа, когда приходит, она, ну, как бы не знает, да, вот как устроен мир, ну, условно говоря. Мгм. Вот, и ей сразу начинают с детства в виде родителей, там, воспитателей, учителей рассказывать, что можно, что нельзя, что Мгм. ты можешь делать, что, не, что как бы не в твоих силах. Ну да, не знает она, потому что ей затерли все, что она Да, знала. да, поэтому как бы Хорошо, а скажи, пожалуйста, кто управляет этой матрицей? ну, ты понимаешь, что ну, нету того, кто создал именно там вот как структуру и кто там непосредственно сидит у руля. То есть вот эти сущности, они корректируют через нас, да, какие-то вот элементы работы этой матрицы. Но сама матрица, она поддерживается именно нашим намерениями, нашей энергией. Я поняла. То есть они подгоняют стадо в нужную сторону. Да, да. Ну, то есть они, в принципе, не обладают такими ресурсами энергетическими, как наша душа. Мгм. И они, собственно, манипуляциями заставляют нашу же душу, да, создавать ту реальность, которая выгодна для них. А скажи, пожалуйста, среди людей есть ли такие люди, которые ну, максимально приближены к существам и помогают корректировать на уровне физики, да, то есть двигать массы? Ну да. Есть люди, которые слышат голоса, вот, которые там, к примеру, очень сильно поведены на культах различных, там, на тайных знаниях, науках там всяких. Ну, то есть это, опять же, манипулирование через человеческие слабости, да, там, алчность, жажда власти, жажда контроля, доминирование. То есть находят Мгм. таких людей, и как бы они там приходят к власти, имеют вот власть, и манипулируют уже массами. Хорошо, их можно назвать авторами? Их можно назвать как переводчиками. Мгм. Ну, то есть донесение нужной Да. информации. Хорошо, а скажи, Ну это пожалуйста. знаешь, как вот, к примеру, ты там, у тебя есть власть над каким-то там, не знаю, там деревней или городом или страной, и Мгм. ты слышишь какие-то голоса в голове, которые тебе там шепчут и рассказывают, что надо делать и как надо делать. Вот. И эти люди там, думая о том, ну, кто во что верит, да, там в Бога или еще кого-то, или там в дьявола, или еще в какие-то культы, думают, что с ними разговаривает это там божество какое-то. То есть они не понимают, с кем на самом деле они Нет, нет, разговаривают? нет, не понимают. Мгм. Ну, то есть каждый видит то, что в меру своего мировоззрения. Хорошо, тогда у меня вопрос. Эти люди уже приходят с данной программой или они выбираются уже во взрослом или там каком-то осознанном возрасте? Или в них И уже они просто заложено? предрасположены к манипуляциям очень сильно. То есть у них уровень личной защиты практически отсутствует. Вот, то есть это души, которые легко контролировать, да, и легко манипулировать ими,
кто по контракту приходит, вот, а кто там по ходу дела выбирается, да, кто проявляет какие-то там, отличился, скажем так. Его Ну, я наградили за это. ну, я, к примеру, что это, если это какой-то там член эгрегора, да, какого-то там мощного, вот, и Мгм. он там выехал, да, по иерархии выше, поэтому получил власть там над каким-то количеством людей или может влиять на какое-то количество людей. Вот с ними начинают работать. То есть, как я понимаю, у них может быть разная идеология, разное мировоззрение, и при этом они все равно делают одно дело, да? Да. То есть они могут быть вообще разных религиозных конфессий и не любить друг друга, но делают одно дело. Но зачастую так и происходит, потому что на вражде, да, построено очень много манипуляций, программ. Мгм. Но ты знаешь, это все как по ходу, ну вот по ходу дела, да, делается. То есть главная цель это что? Добиться большего количества энергии. Мгм. Вот, а каким способом это уже не столь существенно. То есть надо по максимуму сделать, чтобы, да, и волки сыты, и овцы целы. Поэтому и вражда там конфессий, каких-то взглядов религиозных, партийные, да, вот это вот всякие баталии, битвы. То есть все, что разделяет нас, да, это все выгодно, потому что Мгм. чем больше разделений, тем меньше шансов к тому, что люди найдут общий язык и, ну, и придет какое-то осознание того, что происходит. Ну, насколько я понимаю, то есть эти люди, они стоят во главе каких-то эгрегорных структур, то есть политических или религиозных или каких-либо еще. Да. Правильно? Хорошо, посмотри, пожалуйста, тогда, Но это какие... это не всегда так. Вот. Но это может быть и медицина, это может быть и какие-то технологии, да, которые массово внедряются. То есть это может быть все, что имеет какое-то влияние на массы людей. Ну, к примеру, там, я не знаю, какой-то научный институт выступит с докладом на весь мир о том, что в течение 50 лет, к примеру, там, или 100, там мужская хромосома исчезнет, и мужчины перестанут рождаться. Ну и Вот. тут И тут начинается... все, да, начинают об этом обсуждать, обговаривать, думать. Периодически подкидывают новые новости, свидетельства того, что действительно там, Так и есть. да, процессы пошли. То есть больше внимания вливается, больше энергии, процессы действительно начинают идти, ну, то есть реальность меняется. Вот и постепенно мы пришли как бы к тому, что мужчин перестали рождаться. Ну, то есть они закидывают информацию, люди Да. начинают ее там между собой, Мгм. ну, как бы То есть они задают обрабатывать. направление. И это приводит к Остальное тому, уже... что реализуется этот вариант, да? Да. Все, я поняла. А посмотри, пожалуйста, вот конкретно с этими людьми, какие существа контактируют? Вот управляют этими авторами или как их там, которые во главе стоят, которые Ну, отличились. в основном это рептилии, Мгм. потому что они в основном, ну, такие возле массовых таких больших эгрегоров. Ну, я имею в виду там религия, да, там, то есть, Мгм. вот, но это как бы все это проявления религии, да, всякие вот такие штуки. Ну, я, к примеру, что сейчас нет особой разницы, ну, размывается разница между там религией, но верой в какое-то божество или там кто-то верит в науку, в научный прогресс, там, в гаджеты какие-то там или еще что-то. Мгм. То есть это по сути на энергетическом уровне одно и то же, то есть сброс энергии происходит. Ну, то есть без разницы, каким способом, да? Да, да. Ну, то есть главное, чтобы было какой-то элемент культа, да, элемент обожания или страха, неважно чего, куда фокусируется твое внимание и куда уходит твоя энергия. Ну, то есть они просто используют то, что уже, ну, намеченную точку и пускают кучу Ну, то есть ты информации, понимаешь, это вот раздражителей. там мелкая корректировка происходит. Ну, то есть
Это как знаешь, ну вот там у меня образ, вот как идет какое-то стадо там овец, например, да, и они всегда идут там за первым. Вот, Мгм. то есть стоит его немножко там толкнуть влево, и все стадо со временем поворачивает влево. То есть Ну да. ты сделала минимум усилий, да, а добилась желаемого результата. Вот точно так же здесь все происходит. Как ни банально, да, то есть все то, что вот у нас сейчас есть, как бы та реальность, в которой мы живем, это то, что создали сами мы. Ну, своим намерением, своим вниманием, своей энергией души. Просто только нас в нужный момент, ну, направляют и корректируют. Я поняла. А скажи, пожалуйста, если собрать, допустим, всех рептилий, да, в мире, Мгм. которые управляют этой матрицей, там, отправить их в ядро, что произойдет тогда с нашей Придут другие. реальностью? Придут другие. Мгм. Ну, Проблема не в рептилиях и в этих сущностях. Их же на самом деле огромное количество разных, мгм. с которыми мы там сталкивались, еще не сталкивались, которые питаются энергией. Да? То есть проблема в другом, что даже если ты уберешь всех рептилий, мы все равно продолжим, ну, вектор-то останется, как бы, да, человеческого мышления. Нужно начинать все с наших мыслей, с наших действий, ну, с нас начинать все. Потому что ты уберешь рептилии, на их место придет кто-то другой. То есть Мгм. всегда будет кто-то, кто будет хотеть поживиться энергией. Хорошо, я Ну, поняла. пока ты будешь позволять, да, и скидывать эту энергию там Ну, то на есть эти пока штуки. система это работает, да, то все работает и функционирует. Ну, то есть я так поняла, система существует. Если убрать от них, придут другие, уже на такой налаженный Мгм. бизнес, да, можно это сказать. Ну, то есть тут как бы нет такого, знаешь, что вот кто-то создал нам эту реальность и сюда же нас поместил, да, и как бы тут прописал все правила, как бы как оно работает. Такого Мгм. нет. То есть мы сами создаем свою реальность, вот эту реальность, в которой находимся. Они вот такими корректировочками Да, да. подправляют реальность. Подправляю, да, так, как им выгоднее, да. Хорошо, а давай тогда с тобой сейчас посмотрим сам механизм воплощения человека на Земле. То есть, вот мне интересно, когда ну, душа идет из общего сознания, как она понимает, да, задачи свои, то есть как она выбирает задачу на эту жизнь, как это вообще все происходит из общего. Но это что-то выше, что-то. Ну, как бы я не понимаю, как оно. Ну, то есть я вижу, вот как капелька, да, уже отделяется и непосредственно уходит, ну, в нашу реальность, на воплощение уже с каким-то запросом своим. То есть, ну, запрос на опыт. А как рождается этот запрос? Ну, то есть есть такой вопрос, если в общем сознании есть информация, зачем ей вообще оттуда уходить? Там есть информация только принесенная, То есть но все этими время надо душами, обновлять базу но данных. этими душами, да, приходит такое, что это как часть, часть нашей эволюции, нашей души. То есть вот мы, души ходят, да, за опытом, Мгм. они получают новый опыт, который накапливается в этом общем сознании. Ну и это как бы вот часть, ну, развития души, что ли, не знаю. То есть я не могу понять. То есть это что-то выше, то, что, в принципе, мы еще не можем понять. Или мы не обладаем, ну, понятиями, да, то есть, ну, как бы, чтобы описать, нужно как бы понимать, да, что, ну, хотя бы с чем. Но иметь какой-то набор слов или образов, как это можно сделать. Ну, давай по ассоциациям пойдем. То есть, к примеру, у нас есть общее сознание, да? Мгм. Это как, ну, например, интернет или Google, да, там, или что-то Мгм. такое. И если там нет какой-то информации, да, нужной ссылки, то информация откуда-то берется. То есть кто-то за ней должен сходить. Да.
Но это не совсем так. Это, то есть вот твоя душа, да, из общего, когда идет, она идет с определенным запросом, да, вот получить какой-то опыт, какую-то информацию. Но мне кажется, что тут важно не больше, не информацию, которую ты получишь в ходе своей жизни, да, там накопишь какие-то знания там или что-то еще. Мне кажется, Мгм. что тут больше важно то, что сделает непосредственно твоя душа, да, вот как она научится управлять, да, то есть корректировать, ну, вот ту реальность, в которой она находится. То То есть есть неважно, куда ты сама попал. информация не имеет такого, ну, значения. Мгм. Имеет значение, как бы, да, твои, ну, я даже не знаю, как это правильно назвать, навыки или что, то есть, ну, как ты вот Реакции, выбор, да, что-то какой-то. новое, да, откроешь свои, ну, научишься делать со своей душой. Там потенциал, то есть вот больше вот это имеет значение. То есть информация, ну, она как бы, это как сопутствующий багаж просто, который твой мозг там накопил за жизнь, да, и она переходит туда, но информация это не опыт, а тут важно именно сам опыт. Ну, то есть вот этот процесс проживания, да? Я Да, правильно не понимаю? просто даже проживание, то есть ты как бы знаешь, важно то, чтобы ты выходила вот за рамки. Ну, то есть Мгм. как бы сделала каждый раз немножко шаг дальше, да, то есть дальше, то есть открывала что-то новое. Ну вот, потому что, ну, нет никакого смысла приходить в одно и то же место, да, как бы плюс-минус проживать одни и те же жизни, там по контрактам, не по контрактам, но в принципе, да, оно все одинаково там. Но ты не получаешь никакого там опыта, да, то есть опыта самосознания, кто ты, зачем ты, да, куда тебе нужно двигаться, что ты можешь выйти за рамки, которые тебе начертили. Ну, то есть это определенная свобода, да? Ну Стремиться да, к свободе то есть вот душа. и опыт, я так понимаю, что вот запрос этой души, когда она идет на воплощение, он и заключается в том, чтобы вот сделать, да, шаг немножко дальше. Не просто получить какие-то знания там или жизненный опыт, а именно вот, ну, это как бы за рамками нашего вот материального мира, да, то есть это нечто больше. Ну, такая осознанность какая-то глубокая. Ну Я да, правильно это понимаю? как, знаешь, вот я же говорю, это как по образам, это вот как эволюция души. Мгм. Ну, то есть это не то, что ты там, знаешь, ходишь по уровням, да, ты там первый уровень прокачал, второй или третий, то есть нет, это вот как будто ты ам, учишься понимать окружающие тебя миры, да, вот как они есть, то есть вот эту реальность, в которой ты находишься, другие реальности, да, то есть ты взаимодействуешь с другими там живыми существами, которые там присутствуют в этих реальностях. Вот, и тут больше опыт именно вот этот важен, Мгм. который ты непосредственно, да, вот получаешь. А то, что мы просто ходим, да, вот там получаем какую-то информацию, но это уже как побочный эффект того, что на нас влияет. То есть для души ценно расширение границ постоянно. Да, да. То есть Хорошо. вот этот опыт, он как бы важен для вот этого общего сознания. То есть это, как знаешь, душа становится сильнее там, или у нее понимание приходит больше того, что происходит. Ну, у меня просто как-то даже слов нету, ассоциаций, чтобы описать это. Ты прекрасно описал, мне вот все понятно, зачем мы здесь, что мы здесь делаем. А скажи, пожалуйста, общее сознание едино для всех или у каждого человека свое общее сознание? Нет, для всех единое. Ну, это как центр, с которого, да, вот уже формируется реальность. Есть ли какие-то уровни общего сознания или оно как единое пространство? Но то, что я понимаю, на данном этапе, да, как бы развитие нашей души, это как бы все. Дальше мы не можем пока. То есть для нас это, ну, оно единое и оно конечно. Хорошо. А скажи, пожалуйста,
Душа в этом общем едином сознании, каждой душе доступна вся информация или как-то выборочно это происходит? Она доступна, но по мере его, ну, скажем так, по возможности его мировоззрения. Мгм. Ну, условно говоря, что если там шахтер не обладает знаниями в ядерной физике, сделает запрос в общее сознание, он не сможет получить эту информацию. То есть ему просто не будет с чем сопоставить ее. Мгм. Ну, то есть у него просто нет таких Да, понятий и слов. у него нету ни слов, ни образов, как это можно описать, ну и, соответственно, интерпретировать. То есть чем, ну, как бы смежные, да, какие-то области, то, чем он интересуется, и там какие-то познания, которые он есть. Ну, то есть нету базы, да, для того, чтобы перевести там эту информацию в привычные слова или образные для него. Хорошо. А скажи, пожалуйста, вот та душа, которая воплощается с астрального уровня по контракту, Мгм. вот паразиты на уровне составления этого контракта, они меняют полностью вот эту всю программу на воплощение души, или они меняют какие-то части ее только? По большей своей степени по- они полностью переписывают, но меняют этот запрос. Мгм. Только в редких случаях корректируют, если им совпадают, да, их интересы. Ну, они могут использовать это в своих интересах. Ну, а так стараются полностью переписать. Ну, достаточно, на самом деле, я вижу, что в большей степени одного воплощения, да, и человек, когда уже окунулся в эту реальность, там, соприкоснулся с эгрегорами различными и так далее, у него уже, ну, мысли меняются, да, как бы его потом легко уже на воплощение повторные отправлять, уже с конкретной целью нужной. Ну, он попадает как на удочку, и все, и дальше Да, уже да, да. разыгрывается спектакль так, как им надо. Мгм. Хорошо. Тогда у меня есть такой вопрос. Как связана наука об астрологии с программами на воплощение? То есть действительно ли планеты влияют на жизнь человека? Или планеты в то время, когда он рожден? Нет, не влияют. Я думаю, это, ну, мне приходит это то, что, ну, люди находят просто совпадение и пытаются это как-то, знаешь, придать этому значение большое. Это то, с чего мы начинали, да, то есть если люди какие-то нашли совпадение и начали об этом думать как о том, что это так и есть, о том, что там Сатурн и Юпитер влияют на человека, Мгм. то чем больше людей в это верят, то как бы тем больше это становится как бы частью реальности. Ну, насколько я понимаю, уже это прописалось, да, в нашу реальность, и Ну да, то на есть сейчас. если люди, которые, ну, в это верят, да, для них это и есть часть их реальности, и она действительно у них будет работать. Хорошо. Тогда скажи, пожалуйста, то есть оно массово работает, потому что все туда, ну, когда слушают гороскопы, да, все это, они массово вбрасывают в это. Мгм. То есть оно работает на уровне уже всех или конкретно тех людей, которые верят? Работает только с теми, кто верит в это, ну, по большей степени, потому что, ну, это как бы, да, не так много людей, как бы, собственно, верят именно. Да, кто-то может читать там эти гороскопы, или кто-то может находить какие-то совпадения, да, там, параллели с собой проводить. Вот. А есть люди, которые реально фанатично в это верят. И у них действительно как бы это есть часть их реальности, и она будет меняться согласно гороскопу, потому что они об этом думают, они фокусируют на этом свое внимание, свое намерение, и это с ними происходит. Ну, я правильно понимаю, вот, к примеру, женщина пришла к астрологу. Мгм. Она изначально верит в то, что сейчас астролог там посчитает и все узнает и ей расскажет.
Мгм. А астролог говорит, нет, вы знаете, я подумал, вот это все фигня, на самом деле ничего не работает, идите, живите спокойно. Она все равно будет жить в соответствии с планетами, потому что она в это верит. Да. Мгм. Ну, то есть, если бы, например, ей этот астролог, к которому она пришла, был для нее большим авторитетом, но имел большую цену, ну, Мгм. важность, да, чем просто там гороскоп, тогда бы, да, она бы поверила бы как бы в его, да, слова, и это определило бы ее будущее. А так, да, так пока она, ну, как бы, пока решение не будет принято, то это остается в ее реальности. Мгм. То есть если какой-то человек решит, что там какой-то рисунок на пятке, да, Мгм. там морщинки, трещинки, я не знаю, там кожа, она говорит о судьбе человека и будет продвигать эту теорию, то ну, впоследствии это будет соответствовать. Да, совершенно верно. Но это, знаешь, это вот один и тот же механизм. Вот что астрологи, да, что, например, там всякие бабки, экстрасенсы, гадалки. То есть человек, когда к ним приходит, он отдает право выбора варианта своего будущего, да, этим людям. И эти Мгм. люди, как знаешь, ну, просто принимают это решение, этот выбор за этих людей. Ну, то есть ответственность Ну да, это как перекладывают. программа. То есть получается, что люди, они дают, ну, как бы ответственность сваливают с себя, да, и человек за них решает. И Ну они этот да. вариант потом простраивают на собственной энергии. Да, потому что у них как бы, ну, они в это верят очень сильно. Они верят, ну, тому, что говорят эти люди там. То Мгм. есть это такое программирование получается. То есть поэтому, ну, не нужно ходить, как бы, да, и отдавать право выбора своего будущего кому-то. То есть получается, что программа прописывается, ну такая тоже ячейка, да, это сота Мгм. определенная, и человек своей энергией начинает ее раскручивать. Да, наполняет своей энергией, и тем быстрее он как бы приближается к этой соте, ну и делает переход туда. Это становится его реальностью. А скажи, пожалуйста, если планеты не влияют, да, там, то вот при воплощении души, вот как появляется ее психотип, ну, у человека, уже когда человек родился, то есть у него какие-то качества преобладают. Это от чего происходит? Но это совокупность факторов. То есть это в первую очередь особенность самой души и опыт, который она уже ну, предыдущий, который был. Мгм. Плюс генетика, а также играет роль, ну, то окружение, в котором ребенок растет. То есть Ну, то это есть, по сути, от родителей еще тоже зависит. получается, что те данные, в которые мы попадаем, да, там семья, Мгм. какие-то там, ну, род, то есть наших мам, бабушек кто-то тоже воспитывал определенным Мгм. образом. Вот эта информация, она, в принципе, создает наш психотип. Да, но он как бы корректирует. То есть это, я же говорю, это на наложение, да, вот этих всех факторов. А скажи, пожалуйста, душа, когда идет на воплощение из общего сознания, без контракта, она как-то выбирает или понимает, куда она попадет? То есть какие изначальные данные? Для нее вообще как бы не имеет значения, куда она попадет. Но это как-то определено? Нет. То есть это как бы случайное такое Ну, это, попадение? это не ну, как бы, понимаешь, душа свободная, она идет за конкретным запросом. Мгм. Вот, и для нее важно именно вот это, вот, выполнить этот запрос, который у нее существует. Она какие-то самые подходящие условия для этого запроса выбирает? Да нет, это просто вот нету такого, что она прям намеренно куда-то идет в конкретное место или там конкретную семью или так далее.
Ну вот я просто хочу понять, к примеру, душа идет за каким-то опытом расширить свои границы и Мгм. попадает в семью алкоголиков, где все друг друга убивают, напиваются, там ребенок Мгм. сам по себе попадает в интернат, ну, к примеру. Ну да. И, ну, вот такая как бы жизнь. Ну, правильно, но мы это как бы та реальность, которую мы создали сами. Ну, то есть душа приходит, она ж не знает, какая реальность ее, ну, ожидает. У нее есть запрос. Вот, а то, что мы уже создали, там, алкоголизм, там, насилие и так далее, это уже как бы наши проблемы. То Ну есть, и проблемы получается, этой вот эта души. маленькая Потому душа, что ей вряд ли удастся выполнить этот запрос. то есть получается, что эта маленькая душа, она не знала, куда она пойдет, да? Угу. Пришла, а тут такой сюрприз. Да. И, ну, как бы борьба с этой системой, она отдаляет ее от запроса, да, получается? Ну да, ты не можешь, как бы, то есть, ну, скажем так, попытка не удалась. Ну, то есть вот такие вот души, они или выйдут на свой, ну, к своему запросу в течение жизни, или не выйдут вообще, да? Ну да, либо будут приходить там сколько раз, пока не выполнят свой запрос, сколько нужно. Ну, а те, которые идут по контракту, они изначально, ну, как бы понимают, куда они попадут. Да. Ну, как правило, вот представь даже эту ситуацию, которую ты описала, что даже свободная душа попадет в эти условия, да, в эту искривленную реальность, которую там ты описала, Мгм. то, скорее всего, она после смерти не попадет уже в общее. А она уже за жизнь нахватается столько всего, что... Ну, ее, скорее всего, будут уже на астральных уровнях поджидать и М. будут корректировать дальше. Будут рассказывать, что у тебя там такая была плохая, ужасная жизнь, вот ты достоин лучшего, давай мы тебе сейчас в лучшие условия отправим. Ну, как бы и Мгм. смещается фокус уже внимания. Душа уже как бы, да, начинает, ну, плохо помнит, а зачем она пришла изначально. Получается, что на Земле созданы вот такие там, ну, типа алкоголя там Мгм. и всяких таких, я даже не знаю, как это назвать. Получается, что души, попадая в такие условия, то есть они изначально созданы для Мгм. того, чтобы ну, душа страдала, то есть человек осознанно страдал и, ну, я имею в виду, прилипал к каким-то структурам религиозным, то есть искал Ну где-то да, да, утешение. да. Ну, это Мгм. понимаешь, ну, то есть это не они создали, это мы создали. То есть мы своей энергией это создали. Просто нами как бы манипулировали, да, и создали. Но это не они виноваты, да, это мы как бы виноваты. Ну, мы могли создать или не создать, это наш выбор. Да, мы Но могли, идею мы можем, подкинули. да, мы можем и другое создать. То есть нужно только захотеть. Ну, я думаю, они жестко контролируют эти процессы, Да, максимально жестко. Скажи, пожалуйста, насколько я понимаю, знаки зодиака никак не влияют на, ну вот, жизнь, на психотип, да, человека. Не на жизнь, а именно на его наполнение изначальное. ты понимаешь, ну и да, и нет. То есть влияет, ну, у тех людей, которые верят в знаки зодиака, верят в Мгм. эти характеристики, да, которые прописываются под знаками зодиака. Ну вот, например, я знаю знак зодиака человека, да, он не верит, но он похож. Понимаешь, в чем вопрос? Ну, потому что он похож в твоей реальности. То есть в моей реальности он полностью соответствует Да, этому знаку. Все, я поняла. потому что ты фокусируешься на этом. Ну, как бы твое внимание фокусируется на этом. Мгм. Хорошо. А скажи, пожалуйста, в общем сознании и у душ, которые идут из общего сознания, существует ли такое понятие, как карма или отработка каких-то там... Нет, Мгм. это уже придумано. Я поняла. А скажи, пожалуйста, с какого уровня, ну вот где начинается дуальность? То есть, я так понимаю, общее сознание это единое, да? То есть там нет Мгм. хорошего, плохого, Да. душа не может оценить,
в какие она хорошие условия идет или плохие. А где начинается вот этот этап дуальности? В нашей реальности. То есть ребенок, когда рождается, он же не знает, что хорошо, что плохо, что добро, Мгм. что зло. Для него все одинаково. Но уже ты, там, или родители, да, начинаешь этому ребенку рассказывать, что есть добро, есть зло, это хорошо, это плохо. То есть ты сама как бы вводишь ну, эту душу, да, этого ребенка в систему дуальности. Мгм. Ну, то есть получается, если ребенок, ну, к примеру, там ударился, он Мгм. понимает, что биться это плохо, или он просто понимает, что это больно, но он не может Да, оценить хорошо или... он просто отреагировал на раздражитель, да, там, на Мгм. физическую боль. Ну, то есть ему больно, он там проявляет эмоцию. Но тут подбегает какая-то мамочка и начинает рассказывать, что это там плохо, тебе не нужно так делать. Потом у ребенка возникает вопрос, а что хорошо? И ему начинает тоже параллельно внедрять, что хорошо. Ну, что есть добро, и что хорошо, есть плохо, есть добро, зло. Ну, то есть он пытается разобраться в этом вопросе, а ему сразу Он не то, что подскидывает. пытается разобраться. Для ребенка, ну, как бы все одно и то же. Ну, все как бы Мгм. для него нет разницы, что этот человек плохой или этот хороший. У него нет понимания добра или зла, да. То есть мы сами внедряем это в голову у детей. Ну, а, соответственно, они начинают как бы... Ну, это становится частью их реальности, потому что они взаимодействуют с нами. Мгм. Ну, то есть, если ребенка обижает там какой-то человек, а какой-то любит, он, ну, просто это принимает и не разграничивает. То есть он Ну, это принимает, все что на... этот человек такой, но лучше, чтобы он не подходил, да? Да, да. Ну, то есть это на уровне инстинктов, понимаешь? Это как, ну, если ты обжигаешь палец, там, ты инстинктивно отдергиваешь руку. Мгм. Да, но если тебе никто не скажет, что это плохо или хорошо, то для тебя это просто будет как, ну, реакция на раздражитель. То Я есть, поняла. то есть это просто будет твой опыт, что, ну, когда горячо, да, становится, ну, может быть неприятно, ну, на физическом плане. Да. Точно так же, если ты возьмешь там изолированно ребенка, да, будешь там воспитывать и с детства ему будешь рассказывать, что там убивать людей это хорошо, а переводить бабушек через дорогу это плохо, это станет, ну, его реальностью, и для него будет абсолютно нормально там убивать людей, и он не будет мучиться от этого там ни совестью, ничем абсолютно. Я То есть, понимаю, о чем ты говоришь. Я когда-то смотрела такой фильм, где для детей создали другую реальность, хорошо и плохо, вот эту мгм. дуальность. И он меня поразил до глубины души, поэтому я понимаю, о чем ты. А скажи, пожалуйста, кем и когда создана эта дуальность? То есть я понимаю, люди передают ее из уст в уста, Мгм. а кем она создана? Паразитами. Можешь понять, когда или при каких обстоятельствах? Я понимаю, что когда человек, ну, пришел, да, раньше, то для него не было как бы дуальности, ну, понятия хорошо или плохо. А потом, ну, такое ощущение, что это, знаешь, ну, какая-то манипуляция была. Ну, почему-то вот, не знаю почему, я вообще как бы, да, в эти все религиозные штуки не влазил никогда, но какие-то образы, знаешь, как будто из библейских вот этих, ну, всяких там сказок Ну, приходит, ну, вот как будто, знаешь, там вот этот вот змей, да, искуситель там, который там дал знания, вот что-то такое, какие-то картинки пошли. ну, то есть, получается, с помощью ну, каких-то религиозных, да, моментов Ну продвигалось это. да, это, ну, как эгрегориальная какая-то штука, то есть эгрегоры, то есть вовлечение людей в эгрегоры. То есть, ну, это еще, знаешь, вот когда древние-древние времена, когда там, не знаю, одно племя поклонялось там волкам, а кто-то, у кого-то тотем был кролик, знаешь, все, вот идем убивать кроликов, потому что они не волки. Мгм. Ну, то есть вот такого плана. То есть все, что, ну, то есть не такой, как я, да, если чуть-чуть какое-то отличие есть, вот оттуда зародилась эта вся
дуальность, потому что вот мы хорошие, они плохие. Ну, Мы кто им лучше, это они внушал? хуже. Они сами или это Нет, нет, сущность? это какие-то, ну, это сущности, я не могу разобрать, как это. То есть это где-то вот очень-очень давно было. Ну, я видела, когда ну, я погружалась, что они приходили в облике богов и обучали, что хорошо, что плохо. И Да, учили правильно себе поклоняться. да, То есть да. я понимаю, о чем ты говоришь. Ну, просто оно, ну, как бы, если более какой-то... Ну, вот у меня просто разные картинки какие-то такие, я же говорю. Что-то религиозное или мифологическое Мгм. было, вот поэтому это еще оттуда где-то пошло всё. Ну, это как способ манипуляции просто, правильно я поняла? Да, да. Мгм. Но это способ разделения. Ты Хоро- понимаешь, ну, у нас же сила в единстве, да, как бы. Мгм. Чем больше нас разделяют, тем легче. Ну, когда вот это вот выражение «разделяй и властвуй», вот Ну это да. то же самое. То есть чем мельче нас подробили, тем проще Да, нами да, да. управлять. Я поняла. А скажи, пожалуйста, нумерология, цифры, числа, Мгм. как они влияют на людей? Имеют ли они какое-то значение? То есть можно ли посчитать человека, там, просчитать? Понимаешь, ну, как бы вот у нас есть такое стремление, да, вот все измерить, все посчитать. Ну, вот там рассчитать формулу любви, там формулу успеха. Мгм. Вот, то есть, но если мы будем идти этим путем, как бы мы просто превратимся в машин, ну, в роботов. То Мгм. есть у тебя формула будет предопределять твое будущее, да, твою жизнь. То есть потеряется свобода выбора абсолютно. Поэтому ну, те люди, которые считают, что числа там и, ну, как бы являются большой важной частью их жизни, они действительно будут являться частью важной их жизни. Ну, то есть, получается, мы за счет планет, чисел пытаемся найти Ну, ты же понимаешь, что это мы ответ. сами придумали. Ну, естественно. Ну, то есть мы придумали сами И сами поверили. что-то. Да, мы что-то придумали, мы сами пытаемся что-то там измерить то, чем придумали, да, Мгм. и пытаемся как бы всю нашу реальность втиснуть в эти как бы рамки какие-то. Ну, Поэтому, потому что нам все хочется объяснить, да, с какой-то точки. ну да, но нам надо как бы больше двигаться в развитии духовном, а не Ну, ты таком. же понимаешь, это проще всего сказать, что тебя муж бросил, потому что он там козерог и рожден такого-то Да, числа, и вы да, да. Вы совершенно несовместимы. несовместимы, Да. да. А не потому что, А не потому, что да, вы не можете просто друг другу объясниться нормально. ну, договориться между собой. И все таки да, это ж не я виновата, это вот потому что... Мгм. Ну, это перекладывание опять ну, ответственности, да, как бы. Мгм. На такие штуки. Ну, как бы ну, очень много вот наша проблема в том заключается, что то есть мы придумали, да, вот какие-то меры исчисления, мы придумали какие-то там науки, там физика, химия, да, то есть мы их сами придумали. Но никто не сказал, ну, никто не уверен, да, и никто тебе не скажет, что это так, ну, что это то, что есть на самом деле, что оно истинное. Даже Мгм. Даже сейчас постоянно что-то там пересматривает, что-то устаревает, что-то новое заменяется на старое, да, мы все пытаемся как бы измерить ну, нашу реальность приборами, да, которые там ну, не точно показывают. Ну, и мы постоянно двигаемся в этом направлении. То есть мы пытаемся что-то измерить, что-то найти, какое-то объяснение, но пользуемся теми инструментами, которые же сами же придумали. Возьми, придумай другой какой-то инструмент, да, и попытайся что-то измерить, да, и оно уже будет отличаться. И в чем разница? Ну, знаешь, как измеряют калорийность продуктов? Там какой-то ученый, он сжег эти продукты, вот за сколько они сгорают,
Мгм. Вот такая калорийность. Мгм. Но полить продукты и переваривать Ну да, организмом — это это разные разные вещи. вещи вообще. И никого этого не смущает. На каждом продукте есть калорийность, то Ну есть вот у премиями и нас, пользуются. вот у нас как бы вот наша реальность, да, наша жизнь, она вот пропитана этим вот, ну то есть, Ну ну да. какой будет, какая будет выгода, если там рассчитают формулу любви или формулу успеха? А кому, как быть тем, кто не попадет в эту формулу любви или не сможет ее воплотить в жизнь? Все, они обречены жить без любви. Но если ты рассчитаешь, что это будет твоя персональная, она никому не подойдет, понимаешь? А люди на этом пишут книги и говорят: вот пробуйте все, вам это подойдет точно. Ну, вместо того, чтобы просто быть, да, там, счастливым, люди только и делают, что пытаются, да, ну, пробуют быть счастливым, и это большая Мгм. разница. Да, так и есть. Ну а теперь самый интересный для меня вопрос. Как карты Таро связаны с программами на воплощение? То есть это то же самое, что нумерология и астрология? Ну да, ну в данном случае это просто как это ну триггер, да, с помощью которого ты получаешь, ну подключаешься и получаешь, скачиваешь информацию. То есть Просто он в это, арканах там есть архетипы. Я тебе просто объясню. Вот ты, допустим, родился там какого-то числа, и к этому мгм, архетипу, так же, как знаешь, как ты родился козерогом там или кем-то, вот так же мгм, привязывают. То есть, насколько я понимаю, э, как инструмент, да, считывание информации — это одно, а вот именно с архетипами, с психотипами, в общем, людей. мгм. Ну вот в твоей реальности как бы так и будет. Мгм. То То есть есть тоже как со знаками зодиака, да? да, да, да. Ну, Мгм. то есть, понимаешь, ну, как бы я не говорю о том, что это плохо и хорошо. Это просто, как бы, да, то, что ты, ну, то, что ты желаешь, то, как бы, и в твоей реальности и происходит. То есть, если тебе с этим комфортно жить, и, как бы, ты принимаешь это, то, пожалуйста, в общем, нет проблем никаких. То есть это очередная мера, да, которой мы Да. пытаемся измерить. Ну, то есть, в кого постоянно, знаешь, там, наложить какие-то рамки на людей. Мгм. Там рамки сознания, рамки физические. То есть ты не можешь там, ты не можешь. Или там все пытаемся, знаешь, как-то вот описать, стандартизировать, там, уложить в какие-то привычные понимания для нас. Мгм. Объяснить для себя, да, и Да. окружающих. Хорошо. А давай тогда с тобой сейчас посмотрим, а, кто создал эти карты. Даже, наверное, это неправильный вопрос. Они были срисованы систем, то есть кто создал эти вообще рисунки, эту систему Таро? Я какой-то храм вижу. На что похож? Какой-то с колоннами прям. Мгм. Какое-то культовое место. Да, так и есть. Но я так понимаю, что это вот этот вот результат работы, ну и учения этого культа. Мгм. То есть были созданы эти картинки в какой-то религиозной, да, структуре. Ну, они так, ну, они как будто, знаешь, ну, они скачивали информацию. То есть они не просто так, ну, придумали их, да, то есть это было на основании чего-то. А можешь Нельзя. понять, чего? То есть, я так понимаю, это инструмент, с помощью которого можно считать информацию, да? Ну, это, да, если ты так как бы настроишься, можешь считывать информацию. А Ну, они для чего это делали? это как, знаешь, просто возьми обычную колоду карт игральных, придай им значение, что они там, знаешь, там, для гадания или еще для чего-то, и все, и ты будешь настроишься, они дадут тебе настрой, и ты будешь считать информацию. То есть, я так понимаю, если ты даже набор открыток возьмешь, да? Да, 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 абсолютно не имеет значения. Кто-то там, я не знаю, там
свечи палит, кто-то там яйца катает, кто-то еще что-то там. Не имеет значения. Это просто атрибуты, которые настраивают человека. А у них это то же самое. Ну, то есть вот эти рисунки, они как бы были для ритуалов. То есть, а потом люди взяли их и стали использовать сначала как Мгм. игральные карты, а потом как, ну, как гадальные, да, как Да, оракулы. но они что-то вот какие-то своих сущностей там рисовали, что-то такое. Мгм. Поклонялись им. То есть, по сути, они вообще другое, как бы изначально эти рисунки имели абсолютно другое значение, да? Да. Хорошо, скажи, пожалуйста, несут ли они сейчас, вот когда их Но люди вот мне взяли вот, как... ну вот у меня почему-то пришла информация о том, что у нас под текущее время, да, здесь и сейчас, то есть вот наша реальность, она как бы постоянно корректируется. И мы постоянно в нашей погоне, да, все описать, как бы, да, и объяснить, вот пытаемся изменять вещи Мгм. уже под сейчас, под здесь и сейчас. Ну, потому что вот, ну, картинки, ну, вот эти образы, они вообще в этом храме, это вот реально совершенно другие какие-то вещи обозначали у них. Ну, вот реально культовые. То есть этим образом поклонялись там. Ну, я просто не работаю со значениями, я работаю просто со Угу, случайными картинками. Но, ну, как только люди стали писать книги, да, как только карты вошли эти в угу, обиход, сначала они были как игральные, а потом стали на них вот рассматривать будущее, угу, прошлое. И каждый не ленивый написал свою книгу, знаешь, как угу. правильно их расшифровывать. Ну Поэтому я вот, думаю, что вариантов тысяча. правильно, и все будут работать. Ну, то Мгм. есть для конкретного человека, если он будет верить в один из вариантов, он будет работать для него. Я поняла. Ну, то есть схема та же Ну да, называется. это просто атрибуты, которые настраивают человека. Ну, то есть кто-то там, я не знаю, кофейную гущу там рассматривает, кто-то там руки в зерно засовывает, там, Мгм. перебирает, там, кто-то еще что-то, неважно. То есть просто это настрой сознания, да, и подключаются, считывают информацию. Но мне интересно, вот если это вещи культовые и религиозные, они несут вот эту нагрузку, ну ты понял, да? То есть они привязаны к какому-то эгрегору или к каким-то сущностям. Ну да, карты Таро, как в целом, они есть, ну, привязаны к эгрегору, карт Таро, да, именно потому что вот много людей там ими пользуются, их обсуждают, там, книги пишут о них, да, то есть это Мгм. эгрегор. Но если ты не знаешь, ну, ты не можешь провести ассоциацию с тем, что нарисовано, да, что это там за божество или какая культовая штука, то для тебя это просто картинка, то есть ты этому не придаешь никакого значения. Я поняла, Ну и, хорошо. соответственно, как бы энергия в эгрегор уходит, но этим сущностям нет, ну, этим божествам я имею в виду. То есть это не есть элемент поклонения. Но все равно уходит, видишь. Ну да. Хорошо, тогда давай посмотрим сейчас такой вопрос. Обладают ли растения и деревья душой? Посмотри, пожалуйста. Но это что-то другое, не такое, как у нас. Ну, то Ну, есть похоже. это не такая душа, как у нас. То есть это там мне больше похоже на то, что я видел, когда Землю мы смотрели. То есть какая-то суть, да, есть. Да. А скажи, пожалуйста, ну ты сказал, что планета потом вот эту информацию в пространство, ну в Угу. космос, да, рассеивает, а животные? Точно так же. В пространство планеты. Я поняла, Ну и хорошо. деревья живут, эти растения, все точно так же. То есть для них как бы вот пространство это пространство планеты. Пространство для планеты это там космос, Вселенная. Ну и у животных, да, такая штука, как... Да. Но у животных она как будто более развита. А ты можешь Но она не то, что посмотреть? более развита, она как будто более сложной формы. Можешь посмотреть дикие животные и домашние? Возьми там какую-нибудь кошечку, Угу. собачку и
тигра, не знаю, какого-нибудь. Посмотри, у них отличаются как-то эти сути? Нет, Нет, одинаково. одинаково, да. А у дельфинов можешь посмотреть? Ну, так же, как у животных. Тоже, да, такая Мгм. суть? Хорошо, я благодарю тебя. Это очень интересный вопрос. Давай сейчас посмотрим вот энергетически Землю. Мгм. Посмотри, пожалуйста, эгрегоры. Как они выглядят? Но они не физически на Земле находятся. Ну, даже это какие-то астральные уровни. То есть эгрегоры, они привязаны к астральным уровням, Да, правильно? ну потому что это продукт ну, деятельности, влияния существ, поэтому оно все туда и уходит. Хорошо, а ты можешь описать, как они выглядят? Эгрегоры? Да. Ну, то есть они как Ну, это, имеют какую-то ну, я структуру? просто вижу, ну, образы приходят, это как, знаешь, это как облако, ну, Мгм. форму такую, да, вот имеет. Но и от него уходят такие, ну, не знаю даже как трубки, не трубки, ну, просто вот, ну, что-то, что контактирует с членами, которые находятся в эгрегоре. Ну, нити, можно сказать так, да, какие-то энергетические, по которым энергия поступает. Я поняла. Хорошо, а скажи, пожалуйста, много ли эгрегоров таких, нити которых уходят на Землю? Да. Они как-то отличаются между собой, там, по размеру, по форме? Просто размером отличается. Можешь понять, самые крупные, Мгм. к чему они привязаны, то есть какого они качества? Ну, это религия самая крупная. Деньги, религия. Проследи, пожалуйста, вот по одной из этих трубок, которые отходят от эгрегора Мгм. к одному человеку, как он подключен к нему. У меня такой образ такой, что он не именно вот прям подключен к энергетическому телу, да, он как будто над энергетическим телом. Мгм. И когда человек сбрасывает энергию, она вот уходит в эту трубку. Как шланг от Да, да, пылесоса, да? шланг от пылесоса, да, точно. Я поняла, хорошо. А скажи, пожалуйста, вот религиозные эгрегоры разных конфессий, они отличаются как-то между собой? Размерами только. Суть одна, да? Да. Где больше последователей, там больше размеры, где меньше, то меньше. Я поняла. Ну, то есть, я так понимаю, все они как бы из одного качества энергии, да? Да, да. Просто выбирай, что хочешь. Мгм. Ну, ты как бы и можешь, ну, осознанно, да, ну, ну вот если у тебя уровень осознанности, да, присутствует на должном уровне, то ты можешь спокойно как бы выходить из эгрегора, входить в эгрегор, ну, то есть контролируемо полностью, если ты пожелаешь. Ну, если у тебя достаточный уровень осознанности, вряд ли ты пожелаешь. Понимаешь, тут как бы такая Ну да, ситуация. Хорошо. А скажи, пожалуйста, маленькие эгрегоры есть там? Посмотри. да, А что будет, если отправить один эгрегор в ядро? ничего не будет. Но эта энергия, которую он накопил, уйдет в ядро, Мгм. а последователи опять накачают его новой энергией. А, то есть он самовозрождающийся за Ну счет да, ну ты последователей. же знаешь, как зарождаются эгрегоры. Ну, я знаю. Ну да, то есть достаточно хотя бы, чтобы было там два человека, да? Мгм. Если они думают о чем-то одном, делают что-то одно, все эта энергия накапливается, и потом энергия это ну, превращается в структуру, которая начинает самовоспроизводиться и поддерживать саму себя. Я поняла. Да, ты можешь просто скинуть вот эту энергию там в ядро, которая там накопилась огромная, да, она не достанется там этим сущностям, которые там потом качают ее. Но это просто временные потери. Но они не сильно огорчатся, потому Ну, что у них да. таких очень много, да?
Ну, это же непрерывный процесс происходит, понимаешь? Мгм. То есть тут они все равно и изымают оттуда для своих нужд, поэтому опять накачивают. Интересно. Ну, представь себе, что ты там отправишь энергию, не знаю, там, какой-то там католицизму, да, эгрегора. Мгм. Ну, а завтра будет какое-то там чудо, исцеление, и люди еще больше веруют и мгновенно наполнят там всю потерянную энергию. Ну, то есть сразу компенсируют все Угу. потери. Ну, то есть Мгм. оно, ты понимаешь, что это э, добровольный выбор человека. Ну, то есть это его решение принятое. За него никто не может принять решение. То есть, Ну, его ж да, научили, понимаешь? его могут, ну, предоставить ему там некорректную информацию, да, там и так далее. Но решение все равно принимает человек. И он принял решение вступить в эгрегор, он может принять решение выйти из него. Он может принять решение изменить свою жизнь. Ну, это прекрасно, что человек может выйти. То есть, когда все выйдут, то эгрегоры, они сами, как бы, я так Так, понимаю, самоликвидируются. да, конечно. Ну, то есть нет членов эгрегора, да, и все, и неоткуда брать энергию. Система все Мгм. разрушается. Просто нужно больше к себе прислушиваться, слушать себя, свою душу. Ну, как бы она сама все подскажет. Я благодарю тебя. А скажи, пожалуйста, после последнего изменения наклона оси вращения Земли скорость вращения изменилась? Нет. Мгм. То есть скорость не поменялась. Но ну, вот я визуально смотрю, визуально мне скорость не поменялась. Мгм. Скажи, пожалуйста, когда наполняли купол, мы с тобой смотрели, это происходило с помощью какого-то устройства или как это происходило? Можешь понять? Ну, я вижу, что это корабли, на которых привезли эту энергию, она уже какая-то вот специфическая, обработанная. Ну, какая-то имеет свое какое-то качество. Мгм. Вот ее туда закачали. Откуда, посмотри, они ее привезли? Это какая-то планета. Это особенность этой планеты. Все не помещают туда энергию, и она там трансформируется. Мгм. Приобретает качество Ну, то, которое им нужно, да? определенное, да. Хорошо. Так, тогда давай посмотрим. Было ли что-то, что поддерживало купол все это время? Не понял вопрос. Ну, было ли какие-то существа или какое-то устройство или что-то еще, что поддерживало купол? Ну, вот его целостность, да, там, его работу. Да, но я говорил, что периодически приходят и делают осмотр. Ну, осмотр, да, но я имею в виду, то есть что-то, что постоянно подключено было к Нет, куполу. нет. Мгм, я поняла, хорошо. Так, а скажи, пожалуйста, существует ли в наше время что-то наподобие машины времени? Нет. Ну, ты имеешь в виду механизм? Ну да. Механизма нет. А был когда-либо? Нет. У нас не было. То есть, получается, механизма не существует такого. А технология какая-то, может, знание какое-то, которое позволяло перемещаться во времени? Но мы придумаем технологию. Мы придем к этому. То есть это все в перспективе, да, пока? Да. Ну, просто какая с этого польза, я не понимаю. Ой, ну знаешь, многие видят в этом пользу, причем не самую бескорыстную.
Ну, просто ты, ну, даже если ты там, я не знаю, к примеру, переместишься в какой-то из вариантов прошлого Мгм. твоего, да, и что-то там поменяешь, ты уже не вернешься в ту реальность, из которой ты переместился. То есть ты можешь идти в прошлое и, А в один из вариантов, да, прошлого. ну, к примеру, есть женщина или там мужчина, у которого погиб ребенок Угу, в результате несчастного случая, к примеру. угу. И ему не надо сюда возвращаться, он и не хочет в этот вариант. Он идет, меняет что-то, да, и он остается проживать жизнь заново. Не, ну если ребенок погиб, то да, он, ну, как бы пойдет по схеме, да. Но если родители захотят вернуться там в прошлое и что-то поменять, чтобы ребенок не погиб, то они уже не вернутся в это настоящее, откуда они ушли. Но они будут помнить, что в одном из вариантов ребенок погиб, Ну и они ты возвращались. понимаешь, в чем суть? В том, что как ты можешь определить, в какое именно событие, в какую реальность тебе нужно переместиться. Если, например, вот ты сейчас, да, вокруг каждый день, да, вокруг тебя там сотни реальностей, которые там немножко отличаются друг от друга в Мгм. зависимости от твоего решения, мыслей там и так далее. Ну вот они хотят вернуться, допустим, в прошлое, да, то есть назад, Мгм. и в тот вариант, где ребенок остался жив. Могут они так сделать? Могут. Ну, то есть они будут дальше жить долго и счастливо с того дня, где ребенок не погиб. Но они просто будут с того дня как бы, ну, формировать новые реальности для себя. А, то есть идти по новым этим сотам, да? Конечно. Ну, то есть, как бы это... Ну, то есть вся сложность в том, что ты не можешь, как объяснить. Вот, например, как определить точные координаты нужной тебе реальности и нужного тебе времени? Ну ничего, все посчитают, все считают, это посчитают. Ну, я к тому, что у тебя, например, твоя реальность состоит из множества деталей каких-то, да? Ну, из массы принятых мной решений до Да, этого. совершенно верно. Поэтому вот там, я не знаю, там много-много деталей нужно учитывать, да, а где-то какие-то идут отличия. И уже, например, в этой реальности, где у тебя там автомобиль синего цвета, да, а не красного, твой ребенок там не погиб в автокатастрофе, а он остался жив там, и он Мгм. продолжает дальше идти. То есть, соответственно, как ну, найти тот вариант, который ты думаешь, что ты попадешь именно в тот вариант. То есть ты не помнишь, не можешь вспомнить тех деталей, да, которые тебя окружали, ну, твоя реальность, которая окружали, вот, до той степени, чтобы переместиться именно туда, куда нужно. Ну, чтобы Мгм. попасть именно туда, куда нужно. Ну, я думаю, что в том случае, который я описала, достаточно для родителей было бы просто того варианта, да, где есть одна составляющая, ребенок остается жив, а все М. остальное их не интересует. Ну да, но они же не учитывают тот вариант, что, возможно, это событие там, ну, послужит формированию других реальностей, где будет там жизнь для них еще хуже, чем она была, когда ребенок погиб. Ну, знаешь, люди в горе, они не всегда логично действуют. Ну, они могут, я говорю, что я вижу, что будет технология, которая будет перемещаться, но Мгм. люди не будут возвращаться в ту реальность, в которой они хотят. То есть это уже будет другая реальность. Ну, так Ну, как я к их тому, уже что здесь не будет, в этой реальности, об этом никто долго не узнает. ну, они вернулись, там события изменили, да, и Мгм. когда они вернутся обратно, тут уже их там ребенок живой, но там, я не знаю, ну, погибли все близкие, к примеру, там, да, то есть это когда у тебя бесконечное множество вариантов, найти нужный тебе, это очень сложно. То есть люди еще не могут это делать так. То есть они
фактически смогут возвращаться обратно уже после трансформации событий. Я думала, что они там остаются, и, видимо, я неправильно тебя поняла. Мгм. То есть они могут вернуться и посмотреть на результат этой трансформации, да? Да. Ага, все, теперь мне ясно. Хорошо. Ну, просто, ну, как бы это... Ты и так сейчас можешь там перемещаться во времени, да. То есть, ну, время как таковое, ну, как бы это мы придумали, оно только у нас в нашей реальности существует. Угу. Ну, то есть ты же понимаешь, что мы там решили там измерять время, там, я не знаю, там, вращением вокруг своей оси, да, или вокруг Солнца. А почему там не взяли, там, я не знаю, там время вращения вокруг центра галактики, там, или еще как-то. То есть мы сами придумали, да, какое-то исчисление и сами меряем. Меры сами, да, я Да. поняла. То есть и как бы сами себя же, да, сами трансформируем в свою реальность, потому что мы думаем об этом времени, и наша реальность уже простраивается исходя из этого. Ну, я к тому, что ты там, опять же, да, там вот года измеряешь, что там у тебя жизнь там не может быть там больше, там, чем 100 лет, там, или 70, или 80. Угу. И ты постоянно на этом фокусируешься, и все, и у тебя, и ты видишь, что ты уже начинаешь стареть, и там ты видишь, что ты уже скоро умрешь. Ну, то есть ты сама своим намерением как бы себя же держишь в рамках этих. Ну, в рамках этого времени, которое Да, сами же и да, сами придумали. придумали, да. Хорошо, а скажи, пожалуйста, вращение Земли вокруг своей оси, скорость вращения была всегда одинаковой? Нет, не всегда. Она увеличивалась или уменьшалась, можешь понять? Ну, это просто крутящий момент от столкновения с телом. То есть сила, с которой сталкивается тело с нашей планетой, да, передается, ну, во вращение в крутящий момент. Ну, я так понимаю, последний раз сталкивалась достаточно давно, то Да, есть да. оно потом замедляется как-то. Да нет, не замедляется. То есть оно вращается с одной скоростью, потом сталкивается с каким-то объектом, он передает какое-то ускорение, да? Мгм. И она продолжает вращаться уже с новой скоростью, пока что-то еще не столкнется. Ну да, ну в космосе же нету трения. Поэтому и Мгм. нечему и тормозить как бы вращение. Хорошо, а скажи, пожалуйста, вот это вращение, то есть оно влияет на длительность суток, влияет на человека? Нет, человек влияет на человека. Мгм. Ну, то есть, ну, я к тому, что если, например, завтра все люди начнут думать о том, что вращение Земли ускоряется или замедляется, и не будут держать это в фокусе, Мгм. то вращение Земли начнет замедляться либо ускоряться. Трансформация реальности произойдет. То есть они даже на скорость вращения планеты, да, могут Да на коллективно влиять? все что угодно могут делать. Я поняла. Ну, то Х- есть просто эм, рамок столько уже наклали, да, вокруг себя, что сама мысль даже боится выйти за эти рамки. Не то, что уже как бы, да, ну, физически, да, что-то какие-то изменения делать. Мгм. То есть даже на уровне фантазии мы фантазируем все равно в каких-то определенных Да. рамках заданных. Ну, твоя фантазия это и есть, по сути дела, это создание новой соты. Даже какая она безумная ни была, она все равно создастся. И если твоей энергии, твоего намерения хватит туда добраться, то оно Мгм. станет твоей реальностью. Да, полностью с тобой согласна. Хорошо, а тогда скажи мне, пожалуйста, осмотри всю планету со всех сторон Мгм. и скажи, какую форму она имеет, геометрическую. Мне из космоса на нее посмотреть. Да,
Посмотри на нее со всех сторон, как она выглядит. Я, конечно, не эксперт, но мне напоминает шар. Мгм. То есть это шар. Ну, из космоса это шар. То есть со всех сторон шар. Да. Но Хорошо. шар это самая оптимальная форма. Ну, даже в природе у нас. Хорошо, тогда я попрошу тебя вернись в общее сознание своим вниманием. Мгм. И я хочу понять, для чего распространяется информация о плоской Земле? Это проявление дуальности. Чтобы разделять Да, людей? все верно. Кто стоит за этим? Люди стоят, которые просто изначально хотели повеселиться и взбудоражить толпу. Мгм. А скажи, пожалуйста, эта идея, ну, как бы людям самим пришла или им подсказал кто-то? Так зачем подсказывать? Раньше было время, когда все думали, что Земля плоская. И все в это верили. Мгм. Не, я не вижу такого, что кто-то намерен это. Прям, как знаешь, специально это сделал. То есть это не коварный план, это неудачная Ну, ты шутка, да? понимаешь, это просто настолько мелочно, ну, в плане, то есть настолько мало людей, как бы, да, в это верят, там, или это там обсуждают, что там, ну, как бы выгоды из этого никакой нету, что прям кому-то насаждать эти мысли. Ведь я хочу сказать, все больше и больше людей это обсуждает, и все больше и больше это пишут. Я понимаю, что это разделяет людей на два лагеря, как минимум, да? Мгм. Ну, просто сейчас, как бы, даже, ну, можно сказать, практически у каждого есть там возможности, ну, посмотреть, какая Земля. Мгм. Ну, то есть я к тому, что, ну, технически даже, да, это возможно. То есть, ну, уже, не знаю, там возьми камеру какую-то, там шар с гелием и запусти в космос, посмотришь, какая Земля. Плоская или круглая. Поэтому мне так и интересно, как вообще с нашими технологиями, да, которые есть на сейчас, могла вообще прижиться, да, уйти дальше двух людей, которые это там, или Ну, это, сколько их там понимаешь, это придумали. просто как альтернатива, да, всегда находятся люди, которые очень сильно цепляются за что-то, которое выбивается, да, из общих каких-то, ну, понятий. То Мгм. есть им нравится сама даже вот, ну, диковинность того, ну, этой мысли. Ну, изначально я имею в виду. Мгм. Вот, и они за нее хватаются. То есть всегда есть в толпе, да, люди, которые будут там, я не знаю, на черное говорить белое, а на белое говорить черное, да, то есть хотя там все вокруг будут видеть, ну, совершенно другое. Ну, так многие открытия произошли, когда кто-то зацепился за какое-то, знаешь, нестандартное видение вопроса, и открылась истинная правда. Ну, Но я так ну, это понимаю, что опять не в же, этом случае. нет, не в этом случае. Это опять же, то есть если там, ну, завтра больше, ну, все население планеты поверит в эту теорию плоской Земли и будет на этом держать свое намерение, свой фокус, то Земля действительно станет плоской. Мгм. Ну, то есть, как бы реальность трансформируем и все. Ну да. Хорошо. А скажи, пожалуйста, были ли какие-то крупные катаклизмы на Земле, ну, из серии всемирных потопов, обледенения? Да, так как нормальный процесс. Ну, то есть, ну вот я вижу, например, что когда там столкновения, да, какие-то происходят, и когда либо возмущение происходит, вулканическая активность повышается, много пепла в атмосферу попадает, закрывает свет, земля Мгм. остывает, большие территории покрываются льдом. Вот тебе все, ледниковый период огромный.
Я поняла, хорошо. А тогда давай с тобой сейчас посмотрим, когда был последний большой потоп, ну, по нашему времяисчислению. Ну, это где-то, не знаю, 100 приходит, 100 тысяч, наверное, лет назад. 100 000 лет. Мгм. Ну, я просто вижу, что нету ледников на планете, они все растаяли, и уровень воды поднялся. Но это прям не так, что прям всю территорию покрыло. Нет, но просто, ну, часть территории просто под воду ушла. Мгм. А возвышенности все остались. А скажи, пожалуйста, а, 1 ноября 1815 года был ли потоп? Что ты имеешь в виду под потопом? То есть это Ну, всемирного прям масштаба? глобальный, да, потоп. Нет, я не вижу потопа такого глобального. Хорошо, я поняла тебя. Я тебя благодарю. Есть ли еще что-то, что бы ты хотел дополнить? Ну, Я я благодарю хочу тебя. просто только добавить то, что, ну, как бы мы каждый сами управляем своей реальностью. И, в принципе, можем сделать ее такой, какая нам нравится она. Просто не нужно бояться, как бы, вот, выходить за рамки. Нужно вообще все рамки убирать, стараться. И тогда, собственно, как бы это будет и истинная, да, ну, как бы тот порыв души, с которым она приходит. То есть, да, получать вот новый опыт. Не просто опыт в жизни, да, какой-то, а именно вот изменять реальность. То есть Взаим... опыт создания, да, я Да, правильно да, понимаю? все верно. Великолепно. Ну, знаешь, если бы все это поняли одновременно, то тут не было бы места ни одному паразиту, и вообще у нас бы был... М. У нас будут, ну, как бы для тех, кто захочет, у них будет своя сота со своей реальностью. Да, то есть Мгм. их огромное количество. И Да. есть реальности, в которых как бы нет, ну, не будет паразитов, и будет совершенно другая жизнь. А вот скажи, пожалуйста, знаешь, ходит информация про какие-то переходы там квантовые, какие-то там вибрационные переходы Земли. Мгм. Это вот как-то связано с этими сотами новыми? Да. То есть, когда говорят, вы перейдете на новый уровень, да, то есть это получается, что какое-то количество людей создаст какую-то новую реальность. Мгм. Все, я поняла. Ну, то есть это их энергия души прорисует такую реальность, и они уйдут туда. Ну, просто меня смущает тот момент, то, что такую информацию несут в основном сущности. То есть, я так понимаю, они изначально прописываются в этот вариант Мгм. заранее, да? Да. Ну, понимаешь, это вот то, что я рассказывал в самом начале, что для наших реальностей, да, для каждого человека есть вот векторы, да, какие-то, которые присутствуют во всех реальностях, ну, большие такие, какие-то значимые, ну, там, как там понятие религии, да, там Мгм. какие-то о том, что там, ну, планета круглая, да, там, ну, шарообразная, о том, что есть там одна Луна, там, ну и так далее. То есть и вот эти вот вещи, они очень сильно как бы заземляют и не позволяют тебе, ну, сделать какой-то огромный переход за один раз, да, то есть ты как бы по ближайшим сотам перемещаешься, Мгм. вот, и не можешь сделать большой рывок вперед. Ну и точно так же, если вот там квантовые какие-то вибрационные переходы, нужно очень много энергии, чтобы действительно, ну, как бы эта реальность имела место быть. Поэтому, как бы, если они наберут критическую массу последователей, да, каких-то, вот они и Мгм. уйдут туда. Но это сложно сделать. И мне кажется, это в ближайшее время вряд ли у них получится. Все равно есть у каждого
я так понимаю, перспектива, куда развиваться хотя бы в своей жизни, Ну да, ты творец. простраивать. Ты творец своей жизни. Бери, да и твори. А хочешь, вытворяй. Да, Понятно. да, да. Хорошо. Тогда, пожалуйста, соберись обратно в свое существо. Мгм. И на счет 3 ты вернешься в тело. Пусти ударную волну по своему телу и своему пространству. На счет 3. 1, 2, 3. Мгм. Как дела? Все хорошо. Как себя чувствуешь? Ну, горло только першит. Направь туда. Сейчас мы вернулись таким потоком Мгм. хорошим. Направь туда. Распредели там, пусть все Мгм. восстанавливается. Комфортно для тебя. Да, Прекрасно. Будем возвращаться? да.